Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам показать новые игрушки. Вышло солнышко, и вы видите, как все это красиво смотрится. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Для сегодняшней работы мне, конечно же, понадобится заготовка. Сегодня мы украшаем сердечко, полубусины, они у меня 4 мм в 2 ряда, стразы, это у меня вешалочка, стразовая цепочка, она у меня 2,5 мм. Вот такая бусина для кисточки, сама кисточка, кружева и вот такие мелкие у меня камни. Даже не знаю, камни или это стразы, но что-то красивое. И, конечно, клей. Клей я использую универсальный гель-клей и переливаю его в маленькую бутылочку для удобства. Заранее извиняюсь за шум с улицы, снимаю прямо на улице в походных условиях. И располагаем кружево, как бы вам хотелось, чтобы оно лежало. Я сегодня решила сделать все одинаково. Вот вы уже увидели вот это сердечко. У меня акцент будет сделан на нижнюю часть игрушки. И поэтому я буду располагать вот таким вот образом. Конечно, максимально буду стараться, чтобы мои кружева покрывали игрушку. И закалываю. И, конечно, верхнюю часть. Чтобы у нас кружево не убежало. И располагаю теперь боковинки. Также все подкалываю, чтобы никуда ничего не убежало. И у меня тут возникла идея. Хотела узнать ваше мнение. Проводить онлайн-уроки в Инстаграм. Не знаю, как это еще будет проходить. Возможно, кто-то может какие-то идеи мне дать. Ну, например, будем делать какую-то одну игрушку. Продолжаться это будет примерно час-полтора. Вы сможете со мной общаться, задавать вопросы. Конечно, по мере возможности я буду все это отвечать. И, возможно, это будет кому-то полезно. Лишнее отрезаем. Оставляем небольшой припуск, чтобы все подклеить. Вот так у меня будет располагаться. И теперь подклею верхнюю часть. Для этого я использую гель-клей. Также, чтобы никуда ничего не убежало. Совсем чуть-чуть подклеиваю, потому что потом здесь будет у нас аппликация, так скажем, и все это дело закрепится. Закреплю, чтобы не убежало. Также подклеиваем боковинки. Теперь, когда у нас все заколото и ровно расположено, берем клей и подклеиваем. Я его немного размазываю, чтобы мои пальчики не обжигались. Меня часто спрашивают, обжигаюсь ли я. Бывает. С одной стороны и с другой стороны. Именно клей размазываю, тогда не так больно, так скажем. Вот. Все подклеиваем. Ну вот, какие-то соседи тут чихают. Так, серединку тоже надо все подклеить. Даем закрепиться и продолжим работу. Закрепляем вешалку и кисточку. И меня часто тоже задают вопрос, как у меня получается ровно все подклеить. Когда я примеряю, я придерживаю пальчиками. Вот я держу пальчиками крепко и все примеряю. Пальчики не убираю. Наношу клей на заготовку. С одной стороны, с другой. Это надо делать быстро. И не убирая пальчики. Так, извините, у меня клей упал. Я вот сразу приставляю вторую часть. И уже она никуда не двигается. Все у меня ровно. Прижимаю и даю закрепиться. И за счет того, что пальчиками я отметила границу, как бы я уже криво приклеить никак не могу. И если у вас тут случилось так, что клей немного вот как бы вылез, оставляем его подсохнуть и затем ножничками все подрезаем.
и все будет чисто. Если вам надо приклеить двойные полубусины и у вас кисточка, вы отмеряете нужное расстояние вот до кисточки и делаем маленький надрез. Вот в него мы и оденем кисточку. И получится, что бусины у вас будут идти непрерывно, вот таким образом. И на темном бархате я предпочитаю работать универсальным клеем, а не горячим, потому что горячий клей, если вдруг какие-то маленькие ошибки, все это видно. Конечно, надо работать очень аккуратно и с универсальным клеем, но все же можно что-то исправить. Придерживаем пальчиком одним и отодвигаем наши полубусины и наносим клей. Я стараюсь наносить именно на сами серединки. Ровно укладываю и даю закрепиться. Подклеив одну сторону, также поступаем и со второй стороной. Отодвигаем бусины, полубусины, наносим клей и все аккуратно укладываем. Совмещаем все и продолжаем подклеивать. Подклеиваем стразовую цепочку, причем края цепочки всегда подклеиваем, можно сказать, двойной жирной каплей, чтобы они не отклеились у нас. И теперь наносим клей, даем закрепиться первой части и под натяжением подклеиваем все остальное с одной стороны и с другой стороны. Ну и теперь десертик. Это самая любимая моя часть работы – украшения. В зависимости от того, как у вас легло кружево, вы подклеиваете полубусины. Все формы разные, поэтому полубусины могут лежать по-разному. Чуть позже я вам покажу большое сердечко, и вы увидите, что узор чуть-чуть отличается. Пользуюсь силиконовым карандашом. Он также очень хорошо хватает полубусины. И подклеиваю в нужных мне местах. Я заранее нарезала стразовую цепочку и теперь наношу клей вокруг полубусины. Стразовую цепочку я вот как бы укладываю на ткань. Это чтобы вдруг мне клей не попал на сами звенья. И укладываю. Один край цепочки чуть короче укладываю, другой длиннее, чтобы у нас получилась капля. При этом не забываем все края подклеить друг с другом. И продолжаем работать. Следующий этап: подклеиваю стразы. Я использую стразы разного диаметра в зависимости от узора. Также пользуюсь силиконовым карандашом. Все обещаю показать, как сделать узор из стразовой цепочки без кружев, но все никак нету подходящего варианта. Но ничего, обязательно будет. Вот здесь я подклею страз побольше. Теперь я подклею вот такие мелкие стразики, очень красивые. И в зависимости от того, как легло ваше кружево и где вы хотите их нанести, как бы наносите клей. И также я силиконовым карандашом, так, не подклеилась, наношу, подклеиваю маленькие стразины. Из таких маленьких страз делают большие аппликации. Не знаю, как это называется, но если кто знает, может написать. И так украшаю свое изделие. Ну вот, что у меня получилось. И, конечно, не забываем украсить кисточку. Поворачиваем игрушку, смотрим, чтобы кисточка ложилась ровно. Берем клей и подклеиваем. Я подклеиваю именно вот на кисточку, где она перевязана. Наношу клей
подклеиваю. Даю закрепиться. Аккуратно наносим клей по кругу всей полубусины. И подклеиваем стразовую цепочку. Все убегает, но надо работать очень аккуратно. Все красиво укладываем и, конечно, все края подклеиваем. Я всегда дополнительно наношу маленькую капельку. И здесь я еще решила добавить одну белую стразинку. Тем самым еще раз скреплю все. И даю закрепиться. Сегодня я вам показала еще один вариант украшения елочных игрушек. И, конечно, новый цвет. Надеюсь, мое видео вам понравилось и было полезным. В следующем видео вы увидите полностью весь комплект и, конечно, бантики. Если вам понравилось мое видео, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.